Есть мнение, что измена часто связана с избытком свободного времени. Когда его много, в голову лезут всякие дурные мысли. Примерно так можно описать ощущение Кирилла, который обратился в наш проект. Стоило ли ему беспокоиться и что выяснилось в результате расследования, смотрите сегодня. Кирилл, расскажите, что вас беспокоит, почему вы решили к нам обратиться? Ну, у меня что-то подозрение сейчас к моей жене, что-то происходит, походу. Я объясню суть самую изначально. Мы, в принципе, начали встречаться с ней в институте, когда вместе учились. Вот. Ну, так у нас роман был, там, любовь. Потом как-то у нас произошла какая-то такая заваруха между ними, отношения. Она познакомилась с иностранцем, уехала в Италию. Ну, я вроде продолжал учиться дальше, потом делал свой бизнес. Я сейчас бизнесмен, у меня, в принципе, все складывается хорошо, обеспеченный, вот. Ну, она там что-то у нее там в Италии не сложилось, она сюда приехала, мы с ней как бы опять, у нас начался роман, через 4 месяца мы с ней поженились, у нас родилась дочка Даша, милая девочка. Сейчас она уже взрослая, мы ей квартиру снимаем, вот. Ну и как бы все хорошо, жизнь все прекрасно, все великолепно. И обеды готовила, и в офис она привозила, и кормила, вся такая, вся хорошая. А сейчас что-то, да, что-то с ней происходит, не пойму. И в глазах какая-то искра у нее появилась такая, на меня смотрит как-то по-другому. Что-то происходит такое, чего сам я понять не могу, но что-то есть. Вот я прям нутром чувствую, что-то непонятно. Вот хотелось бы вас попросить посмотреть, что-то может быть правда. То есть конкретно какого-то мужчину вы не подозреваете? Нет, я не подозреваю, но что-то внутри, да, что-то вот прям чувствую, что как-то она холодно все стало. Не так, как раньше было. И отношение ко мне стало похуже, и как-то все вот это, все что-то по-другому. Что-то мне прям внутри это беспокоит. А как жену зовут? Светлана. А она работает? На данный момент нет. Не работает, понятно. Хорошо, ну, может быть, всему есть какое-то очень простое объяснение. Вы заранее не переживайте, мы установим наблюдение и скоро все выясним. Ну, хотелось бы, да. За Светланой устанавливается наблюдение. Она выходит из подъезда своего дома. В квартире устанавливаются камеры. Вскоре после визита детективов Светлана возвращается домой. Наступает следующий день. В какой-то момент Светлана разговаривает с кем-то по телефону. Хорошо. Какой номер? Когда речь зашла о том, сколько дивизий могут предоставить каждая из трех сторон, в случае начала боевых действий, условно, напротив Украины. Сказали, мы готовы там дать в районе 23-25. Французы, мы готовы предоставить 19 дивизий, а британская нам мы дадим 3. В этот момент все переговоры.
Девушка приезжает в гостиницу. Детектив идет следом, но теряет ее. Пробыв в здании 2 часа, Светлана выходит из гостиницы одна и возвращается домой. В один из дней Светлана разговаривает с подругой по телефону. Алло. Да, привет. Я давно тебя не слышала вообще. Привет, так не слышала, давно так рада. Давно так не слышала, так рада слышать тебя вообще, просто рада. Да, ты знаешь, я тоже хочу второго, но не от Кирилла, если честно. Ну, ты знаешь мою ситуацию, там у Кирилла ужасная наследственность. Но я ему скажу, что это его ребенок. Нет, я ему скажу, что... Кириллу скажу, что его ребенок. Нервы, стресс, его работа, постоянные встречи, постоянные какие-то поездки, он устает, он постоянно стрессует, у него поднимается холестерин, увеличивается давление, говорят, диабет. Поэтому с такой наследственностью рожать ребенка, ну то что, ну это просто крест поставить на ребенке и все изначально. Молодой, красивый парень, бойфренд очень красивый. Просто картинка. Вот ты знаешь, я его когда увидела, 30 минут общения с ним было каким-то таким непонятным изначально. Потом я поняла, это мой молодой человек, это мое, это солнце, это красота, это свет. Я ничего ему не скажу. Это единственный минус, когда, ну, есть вот какой-нибудь такой небольшой минус в плане того, что вдруг что-то будет подозревать, а вдруг что-то будет расспрашивать, когда, ну, а вдруг будет ребенок похож совсем прям вот категорически ни на него, ни на меня, вдруг начнутся вопросы. Вот это меня немного начинает смущать, я постоянно об этом думаю, бывает не сплю, а потом, когда вижу, просто вообще у меня все пропадает. Когда наши встречи, я его жду, забываю обо всем, и на первом плане это второй ребенок. Я приложу 1000 усилий, огромные усилия приложу, чтобы ребенок вырос в достатке и не знал ничего, то есть ни в чем не нуждался, в хороших, комфортных условиях. Но с такой наследственностью нет. Я от Кирилла рожать не буду. И я от Кирилла рожать не буду, но он будет пускай финансовым мешком. Пускай он таким мешком будет. Детективы звонят Кириллу, но тот недоступен. Кирилл перезванивает детективам, говорит, что был занят на работе, но сейчас может говорить. Ему сообщают печальные новости. Кирилл говорит, что сможет приехать только завтра утром. Привет! Как я без ума тебя скучала. Блин, эта работа, блин, просто меня уматывает. Кирилл идет. Доброе утро. Присаживайтесь. Значит, смотрите, Кирилл, у нас есть такая информация, что ваша жена Светлана собирается родить ребенка второго, но хочет она это сделать не от вас, а от некого молодого человека, выдав потом этого ребенка за вашего, чтобы вы ни о чем не узнали. Да, вот такая интересная история, сложная. Родить ребенка? Да, она хочет родить. И дело в том, что помимо этого также зафиксирован факт измены.
Скорее всего, это и есть этот молодой человек. Наверное, про него идет речь. У нас есть видео. Есть, да? Да, конечно. Можем посмотреть, можем не смотреть. Не, Как давайте скажете. посмотрим. Давайте посмотрим. Хорошо. Вот это он. Как? Так это же Миша. Я остановлю, ладно? Какой Миша? Миша? Это же Миша, это Кто такой Миша? с нашей дочкой встречается. Молодой человек Миша. Миша, это Миша. Как он оказался там? Молодой человек вашей дочери Даши. Да, Даша. Ага, очень интересно. Ну, вот Интересно, это тот как- самый молодой человек, с которым вы увидели сейчас свою жену, правильно, Свету, с Мишей. Как так? Это она с ним? Получается, что... Можно я еще посмотрю? Да, можно, конечно. Давайте сейчас, секунду. Это точно он? Да, это он. Охренеть. Да она что, офигела, что ли, совсем? Как так? Смотрите, у нас нет ответа на этот вопрос, но у нее серьезное совершенно намерение. Она серьезно, это то есть не шутка, не какая-то там, да, идея фикс. Она серьезно намерена это сделать, и чтобы вы об этом никогда не узнали, чтобы это был как будто бы ваш ребенок. От кого? От Миши? Она хочет сделать ребенка, Да, чтобы она был считает, ребенок? что это потенциально будет Она что, здоровый совсем ребенок, но при охренела? этом вы сможете обеспечить ему хорошее будущее, настоящее. А, вот откуда ноги растут. Я понял. То есть она думает на самом деле о ребенке в первую очередь, чтобы он был здоров и чтобы у него все было. Она таким образом подала эту идею своей подруге, например. Вот в телефонном разговоре та сначала не поняла, зачем, вообще в чем смысл, имея вас. Как Она мужа. головой думает вообще, нет? Что Ну вот и она считает, что ее идея, наоборот, правильная, хорошая, и это такая идея, которую нужно воплотить в жизнь, потому что в ней есть смысл как раз-таки. Да, я в шоке. Я прекрасно понимаю вас. Я бы хотел сейчас с ней разобраться, можно? Дело в том, что она дома, она спит. Все, я пошел. Мы пойдем с вами, ладно? Хорошо? Хорошо. Идем. Света! Ты что? Ты мне изменяешь? Кирилл, ты что? Ты мне изменяешь, Света? Кто в квартире эти люди? Кто они вообще? Я для тебя Зачем? все, что угодно был делал. Ты что, офигел? Кирилл, что у тебя случилось? Ты Что хотел случилось? ребенка от другого человека, чтобы я был самоцом. Этого ребенка? Ты что? Охренел совсем, что ли? Кирилл, давай мы спокойно, без Давай я буду людей говорить. Выйдем, попьем кофе, Ладно. поговорим с тобой. Я буду с тобой спокойно, разговаривать. Кирилл, спокойно. Я с тобой буду говорить. Что эти Ты мне люди изменяешь. делают в этой квартире? Светлана, дело в том, что ваш муж нанял нас. Были установлены камеры в вашей квартире по причине того, что он подозревал вас в измене. Вот и все. Короче, Поэтому так. мы здесь. По брачному контракту квартира остается с тобой. Мы с тобой встретимся в суде. Поняла, нет? Даша, Я не хочу с даже Дашей слушать. будешь объясняться сама. Ты ясно, я тебе сказал? Я Поняла? услышу, я тебя Все, услышала. до свидания. Кирилл, Кирилл. Я сказал, встретимся в суде. До свидания, на ключи. Кирилл не смог простить Светлану. Им не удалось даже нормально обсудить эту ситуацию. Пара развелась. Ложь и возникающее недоверие. Вот компоненты той кислоты, которая способна растворить все хорошее, что было между двумя любящими людьми. Что вы думаете по поводу ситуации Кирилла и Светланы? Пишите в комментариях к этому видео. Берегите любимых. Увидимся.